Девочки, доброе утро. Очень раннее утро, сейчас 6 часов утра, я собираюсь на работу. И вот передо мной дилемма. Хочу поделиться с вами. Вчера испекла вот такую красоту. Пирожное Павлово или десерт, да? Ну и вот подумала на завтрак позволить себе с чашечкой кофе. Но вы все пишете, что результатов никаких. Толстуха, дрыгаешься тут, раздражаешь типа только. Вот я решила, что все, отказываюсь от сладкого. Не знаю, надолго ли. И у меня теперь будет только ППшный завтрак. Вот сегодня, например, здесь у меня йогурт. А это отруби, высевки по-украински. Вівсяні харчові. Вот в этот йогурт я добавлю... Ой, простите, мне очень удобно одной рукой. Я добавлю 1,5 столовые ложки этих отрубей. Перемешаю и буду завтракать. И пускай потом я буду злая и раздраженная, но зато чувством того, что я все-таки сумела себе отказать. В общем-то, отказываюсь от Павлова, буду как Павлова. Здесь у меня кофе не сладкий. Ну и отруби. Не скажу, что это вкусно, но вот я вспомнила, как я так завтракала, когда была на диете Дюкана. Это, конечно, приносит свои плоды. Ну, тоска, конечно. Ничего не могу сказать, что это вкусно. Нет, ну йогурт сам по себе я не беру, конечно, вообще обезжиренный. Это обычный цвет он такой имеет, потому что это миндальный. И вот эти отруби, они, кстати, никак не набухают, поэтому нет смысла с вечера это делать. Можно сразу вот так вот утром дать буквально 2-3 минутки и есть. Вот так. Приятного аппетита! Девочки, очень давно я не делала замеры, как я вам говорила, я не взвешиваюсь, не контролирую каждый свой грамм, а вот замеры предпочитаю делать, потому что важнее мне не столько, сколько я вешу, а все-таки как я выгляжу, ну и самое главное, как я себя чувствую. Чувствую я себя гораздо лучше, я вам уже говорила, я чувствую, что тело подтягивается, самое главное, улучшилось общее самочувствие и настроение. Но так как многие мне пишут, что вообще результаты нулевые, и моя настойчивость граничит с глупостью, то все-таки я решила, действительно нужно хотя бы регулярно замеряться, ну и показывать вам, потому что, получается, дрыгаюсь в кадре, несу разницу какую-то несу, да, а толку-то никакого. А люди смотрят на меня, и вроде бы я как бы мотиватор, но и ничего такого со мной не происходит. Поэтому сейчас хочу замериться и покажу вам, есть ли какие-то результаты. Ну вот последние замеры у меня были 30 марта. Если вы помните, можете посмотреть даже этот влог. Вот показываю. Ну, например, начнем с груди, да. Объем груди у меня был 115 сантиметров. Ну, давайте посмотрим. Все делаю перед вами. Не натягивая, потому что какой смысл, все равно ж. Ну вот, девочки, смотрите. 111 сантиметров. Был 115. Запишем для истории, правда? Сегодня у нас 31 апреля. 31... Ой, апреля, господи, вот это я отстала. 31 мая. Итак, объем груди 111 сантиметров. Смотрим дальше. Это у нас объем талии. Вот я писала объем талии, это предыдущие замеры. И вот он у меня был 100 сантиметров. Боже, какой ужас, да, 100 сантиметров. Смотрите, и я вместе с вами. Ну, тут работы, конечно, очень много. Ой, сейчас. Ну, вот где-то здесь, да, должна быть талия, по идее. Но не ниже уж точно. Ну, вот смотрим. Ой. Подождите, я не той стороной взяла сантиметр. Простите, пожалуйста, сейчас. Одну минутку.
А то вышло у меня прям чуть ли не 45. Это да. Ну, девочки, 94. Ужасно, да, много. Но минус 6, как ни крути. Объем талии 94 сантиметра. И последний объем бедер у меня был 113. Ну, уже спускать не буду брюки. Уже по ним, там, я думаю, не страшно. Ну вот тут, да, по самой выступающей, так сказать, точке. Так. Девочки, 111. Перемеряю, потому что рука соскочила. Скажете, специально что-то там сделала. Да ё-моё. Простите, пожалуйста, но ничего не хотела исказить никак результаты. Ну, 110, ладно, 111, чтобы уж наверняка, да? 111. Объем бедер 111 сантиметров. Ну и того. Объем груди был 115, стал 111, то есть минус 4. Объем талии был 100, стал 94, что радует неимоверно, то есть минус 6. И объем бедер 113, ну 111, меньше всего, конечно, в бедрах. Ну, в общем-то, я считаю, что результаты все-таки есть. Кто бы что ни говорил, как бы кто ни злорадствовал. Я буду продолжать. Вам, если не нравится, пожалуйста, смотрите другие каналы, потому что их масса на ютубе. И потом, я же никому не обещала за месяц похудеть, да, я никому не давала клятвенные какие-то гарантии. Вот я делаю то, что делаю, и выставляю видео в первую очередь не для вас, для себя, потому что я вам уже говорила, что они меня организуют, и я знаю, что если я брошу выставлять эти видео на YouTube, то я перестану заниматься даже тем, чем я занимаюсь. Поэтому, кому нравится, кому интересно, оставайтесь, пожалуйста, со мной, буду только рада. А кто не понимает моих вот этих трепыханий, да, и смеется, ну, во-первых, это даже хорошо, что я вас веселю, это уже какой-то результат, правда? Но если вас это раздражает, то просто не смотрите, и все. Тут, как говорится, метод один. Ну вот, а я буду продолжать заниматься, потому что, во-первых, мое общее самочувствие гораздо лучше, чем было до этого. Да, нет таких ошеломительных результатов, но я не отказываю себе в еде. Вот сейчас решила отказать в десерте Павлова и уже чувствую какую-то раздражительность. Ну ладно, потерплю. Вот. Я живу полной жизнью. Вечером я не ем после 3 часов дня, максимально после 4. И с утра чувствую себя прекрасно, подтянуто. И еще хотела один момент сказать. Мне там пишут, выглядишь отвратительно дома, да, там какая-то неухоженная и все. Девочки, ну не судите, не судимы будете. Я не думаю, что вы, накормившие всю семью, настиравший, поубиравший, 2 детей, у вас 2 пожилых родителей, да, и вот вы вдруг вспомнили, что вам нужно уделить какие-то 20-30 минут на себя и позаниматься спортом, то вы прямо выглядите как картинка, идеально, красиво и свежая всегда. Но если так, то я только восторгаюсь и преклоняюсь перед вами. Но, к сожалению, у меня по-другому. Вот то, как я успеваю, вот так я вам говорила, что все будет ну, в живом режиме и с минимальным монтажом. Поэтому вот такая, какая есть. Ну и все, друзья. Желаю вам отличного настроения, позитива, поменьше расстраиваться. И потом это мой канал, моя жизнь и мои силы. Да, и я их трачу, поэтому что ж вы так-то напрягаетесь, прямо так вам жалко моих трудов. Ну, мои ж труды-то, мои. А кого-то все-таки это вдохновляет. Поэтому тех, кого вдохновляет, продолжайте заниматься вместе со мной. Отличного дня и всего хорошего. Всем пока, девочки. До новых тренировок.